После вспоминания страстей Господней в Великую Пятницу, в Великую Субботу наступает удивительная тишина. Иисус находится в гробе, женщины увидели место, где его положили, но они еще не могут совершить помазание его тела, как и хотят. Иосиф Аримафейский с Никодимом закрыли гроб тяжелейшим камнем, и первосвященники поставили стражу, чтобы охранять гроб. Наступает пауза, тишина. Все молчит, все стоит неподвижно. В это время Иисус не сходит вуаль. Эта тишина подчеркивается и богослужебными текстами. Вот, например, на литургию Великой Субботы после Великого Входа вместо херувимской песни поем гимн, который, если переводить его на русский язык, говорит так: «Да умолкнет всякая плоть человеческая, и да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе данном не помышляет, ибо Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклаться и дать себя в пищу верным». Итак, молчание. Через считанные часы мы будем петь тропа воскресения. Христос воскрес из смерти, смерть поправ. И затем очень долго будем ликовать вплоть до Троицы. Но в этой же службе Великой Субботы впервые прозвучит благовествование о воскресении. А вот вопрос: как говорить о воскресении, о победе над смертью, когда смерть кругом? Вчера в храм пришла женщина в слезах. Ее дочь-подросток Таисия совершила самоубийство. Что я могу сказать этой женщине? А вот сегодня пришел мужчина из Одессы, который потерял все – дом и родственников. Трудно говорить о том, что Христос победил смерть, когда войны, когда насилие, когда несправедливость, или когда сам переживаешь богооставленность. Но Христос именно смертью поправил смерть. Он упразднил смерть именно смерть. Он спустился в ад, что означает, что он принял смерть, но ад не мог его удержать. И он освободил всех сидящих во тьме и сени смертной. Вот интересно, что сошествие в ад – это единственная икона воскресения Господня. Мы очень боимся смерти. И надо сказать, что вся культура, и в особенности современная цивилизация, пытается табуировать смерть и разговоры о ней. Все хотят и не думать, и не говорить о смерти. И, наверное, когда мы все переживали коронавирус, вдруг нам стало понятно, что смерть не так уж далека от нас, что она может быть очень-очень близка. Да, мы не хотим думать о смерти, потому что мы созданы для жизни, для радости, для полноты радости. И также созданы для вечности. И кроме того, наша культура восхваляет, прославляет, превозносит успех, здоровье, красоту, богатство. О смерти не надо ни думать, ни говорить. И вот только Иисус Христос принимает смерть. И именно ею, смертью, Он побеждает эту смерть и упраздняет ее. Вот другой богослужебный текст, пасхальный экзапостелярий, говорит о том, что Он плотью уснув, яко мертв, Царю и Господи. А затем на третий день, здесь переводится на русский, на третий день воскрес, и Адама воздвигнул
истления и упразднил смерть. Главная парадоксальность нашей веры именно в этом. Господь победит смерть не тем, что бежал от нее, а ровно наоборот, что Он принял ее, но Он оказался сильнее. Он ее не только победил, но именно упразднил. Ее вовсе нет. Но здесь дело только нашей веры. Верим мы в это или нет. Вот о чем нам напоминает Великая Суббота.